это некие правила поведенческой психотерапии, поведенческой терапии, или, как ее называют еще, бихевиоральной терапии. Бихевиоральная терапия имеет важное правило следующее. Ну, скажем так, оно звучит иногда таким образом. Симптом – это только симптом. Симптом, ну, скажем, тревога, вызванная пушистым предметом, или тревога, вызванная каким-то другим предметом, скажем, страх змей, мания преследования и так далее. Это только симптом, то есть бихевиорист не ищет причин симптома. Бихевиорист и его пациент тоже не задумывается о причинах симптома. Почему возник данный страх? Неважно. И, кстати говоря, в бихевиоральной терапии прибегают в тех случаях, ну, скажем, ну, надо вот человеку выступать перед телекамерой, а у него есть какой-нибудь странный симптом. Например, он там любит чесать за ухом, или причмокивать, или что-нибудь еще. Вот он приходит к бихевиористу, терапевту, и говорит: уберите у меня этот симптом. Я хочу снять эту излишнюю привычку, она мне мешает. Тот спрашивает: а вы не задумывались над тем, почему вы чешете за ухом? Он говорит: нет, я не задумывался, вот у меня, я не знаю, никогда, мне это вообще не важно. Тогда вы наш пациент. Я предупрежу: а если вдруг задумывался, то тогда вы уже будете пациент психоаналитика, и у вас, например, сняли одну дурную привычку, но не устранили причину, и появилась другая. А вот здесь мы не ищем причин. И тогда, ну, буквально маленький пример. Скажем, вы приходите к бихевиористу со страхом змей или манией преследования. Пусть это будет уже не Уотсон, это необихевиорист. Он не будет отрицать психических представлений и так далее, и так далее. Но мы увидим, что какие-то принципы Уотсона тут останутся. Тогда бихевиоральный терапевт прежде всего посадит своего пациента на стул, удобную позу, и научит расслаблять тело, чувствовать расслабленное тело. Ну, этому учат очень многие, и я на этом не буду останавливаться. Здесь важна методичность. Скажем, каждую мышцу от пятки до макушки чуть-чуть напряг и отпустил. Контролируешь. Мышца расслаблена. Вот человек спокойно сидит. И тогда ему говорят: ну вот, а теперь представьте себе, положим, страх змей. Представьте себе, что где-нибудь очень далеко, в стране, где вы никогда не были, там, в Латинской Америке, выпускается какая-то газета местного значения. И в этой газете есть заметка про некоего зверька, найденного в тех краях. Причем есть вероятность, что этот зверек принадлежит к классу змей. И спокойно пока у нас не вздрогнул наш пациент. Вы читаете эту заметку? Читаю. Там фотография змейки. Он вздрогнул. Смотрите мысленно на эту фотографию и вновь попытайтесь расслабить каждую мышцу тела. Мы видим, как много здесь общего с Уотсоном, я не хотел бы продолжать дольше. Есть еще один принцип бихевиоральной терапии, ну, по-русски, так бы сказать, кашу маслом не испортишь. То есть начинают приближаться эти пугающие объекты, и в конце концов человек представляет себя в террариуме,
вокруг него ползают огромные змеи, а он сидит, и тело его расслаблено. Все. По бихевиоризму реакция снята. Вы знаете, этот прием, вот прием, так сказать, постепенного приближения опасности, используется в очень многих терапевтических практиках.